Друзья, всех приветствую из моего рабочего кабинета, из салона моего автомобиля. Я просто что-то недавно обратил внимание, что большинство роликов моих начинается из автомобиля. И уже начал называть рабочим кабинетом, потому что постоянно куда-то едешь и записываешь. Ну ладно, сегодня речь не об этом. Тема импортозамещения в последнее время актуальна как никогда, потому что за последние несколько месяцев множество дилеров ушло с российского рынка, и многие спрашивают, как же купить автомобили не только из Японии, но и из Кореи. Потому что есть большой круг лиц, которые принципиально не хотят садиться за правый руль, считают, что это неудобно, и будут ездить только на левом руле. Нет, у них нет никаких сомнений о том, что праворульные автомобили качественно сделаны там или еще в чем-то. Просто вот именно правый руль их не устраивает. Поэтому для этих лиц тема доставки автомобилей из Кореи очень актуальна сейчас. И у меня в последнее время тоже много очень спрашивают об этом. Я уже записывал ролик, в котором говорил, что теперь могу возить автомобили не только с Японии, но и из Кореи. И сегодня мы поподробнее остановимся на том, как же посмотреть, где посмотреть автомобиль, выбрать для себя автомобиль, просчитать его, на каком сайте, на что там следует обратить внимание, я вам сегодня покажу, и вы уже, посмотрев этот ролик, самостоятельно сможете, если вам какой-то автомобиль понравится или интересует какая-то определенная модель, зайти на этот сайт, выбрать для себя, просмотреть и самостоятельно даже рассчитать, то есть прицениться. Ориентировочно будете знать стоимость этого автомобиля под ключ в городе Владивостоке. Ну а уже доставка в регион это уже отдельная тема, там разные цены в зависимости от региона, куда вам нужно это доставить будет. Поэтому сейчас перемещаемся за компьютер и во всем разбираемся. Ну что, давайте разбираться. Смотрите, для покупки автомобиля с Кореи вам потребуется сайт, который называется ncar.com. Набираете его, заходим на него, открывается вот такой сайт. На первый взгляд здесь все очень непонятно, потому что здесь на корейском языке. Но вы можете перевести, я советую пользоваться Google Chrome браузером. Здесь очень удобно, можно перевести хоть на английский, хоть на русский язык весь этот сайт. Ну, давайте для удобства я переведу на русский язык. Кому-то, может быть, удобнее будет на английском. Ну и здесь уже немножко привычное нам меню, да. Encar – это аналог нашего Авито, Дром, Автору, где продаются автомобили. Но здесь плюс в том, что все автомобили, которые представлены на этом сайте, они все проверены инспектором, сделаны фотографии, сделаны дополнительные, то есть осмотрен автомобиль там и так далее. Смотрите, здесь мы выбираем модель. Но давайте сегодня просто для примера рассмотрим модель Hyundai Santa Fe. У меня как раз недавно про нее спрашивали. Ну и давайте примерно сейчас посмотрим, выберем и рассчитаем. Нажимаем сюда на поиск. И у нас сейчас сначала высветятся все модели Hyundai, а мы уже из этого модельного ряда выберем именно Santa Fe. Так, смотрите, сразу же у меня на русский, видите, вкладка перевелась уже автоматически. Santa Fe. И давайте выберем года проходные. Давайте 2018-2019. Наиболее выгодные года для покупки. Все, теперь у нас отфильтровался Hyundai Santa Fe именно 18-19 года. Вот они все варианты. То есть вы сами выбираете, какой вам нравится из множества вариантов. Ну, давайте, допустим, например, вот я его, кстати, сегодня открывал, но не просчитывал. Смотрите, здесь сразу же вернемся. Видно Hyundai Santa Fe дизель, двухлитровый двигатель, 2.2 есть, да, двигатели. И сразу видно 2 ВД, 4 ВД. Ну, для примера давайте вот этот вариант откроем, смотрим. Все, открывается автомобиль. Здесь множество фотографий со всех ракурсов. Шикарный вот такой салон, смотрите, на коричневой коже. То есть все вы смотрите подробно. И уже дальше смотрите. Ага, понравился внешний автомобиль, давайте разбираться дальше. Так, смотрите, страница не перевелась. Поэтому мы сейчас переведем ее принудительно на русский.
Смотрите, дальше что нас интересует. Пролистываем ниже. Здесь у нас представлены все фишки этого автомобиля. Что сюда входит. Видите, вот лепестковое управление и так далее. И здесь, смотрите, сразу же проходит, так скажем, такая вот техническая диагностика по кузову. Если здесь ничего нет, то он полностью зеленый будет. Здесь мы видим, видите, как удобно сразу. Замена правого переднего крыла. Ну и здесь, в принципе, вот оно помечено правое переднее крыло. Вот. Ну, кого-то, может быть, это толкнет и будет дальше варианты искать. Ну, например, допустим, меня это устраивает, если это не глобальный ремонт, там, если внутренности никакие не повреждены, а только по железу, то можно рассмотреть. Дальше возвращаемся опять вверх. Здесь нас интересует больше всего вот эти вот две вкладки. Это проверка производительности и страховая история. Давайте проверка производительности откроем. Может быть, это, конечно, не точный перевод с корейского, но все же. Смотрите, что мы здесь видим. Здесь вся информация по автомобилю основная, то есть 2.2 дизель, 2 ВД, да, 22 июня 2019 года это первая регистрация автомобиля. Так, состояние счетчика пробега. И вот дальше мы видим, здесь уже как на японском аукционе, привычнее нам, отмечаются детали, если были замены. Вот опять мы здесь видим замена правого крыла. Фотографии плохого качества при осмотре. Ну и в принципе больше тут ничего интересного-то и нет, да? Габариты автомобиля. Давайте откроем вторую вкладку «Страховая история». Здесь уже более интересная вкладка. Она нас больше всего должна заинтересовать. Так, переводим на русский. Что мы здесь видим? Если, допустим, это утопленник, то здесь будет отметка, опять же, да, стоять. Опять основная информация автомобиля, год, пробег там и так далее, объем двигателя. И вот здесь ниже мы уже видим, когда будет зарегистрирован автомобиль еще раз. 22 июня 2019 года, 3 сентября 2019 года был изменен номер автомобиля. А вот уже 31 августа 2021 года смена владельца, потом еще одна смена владельца. Дальше идет у нас страхование от несчастного случая. Нет истории страхового случая. От наводнения тоже нет истории. То есть, как я говорил, что если утопленник, то здесь это отобразится. И дальше мы видим вот этот вот как раз ремонт по крылу. Смотрите, что написано. Разбивка повреждений, понесенных транспортным средством в качестве страховки транспортного средства. 4 августа 2020 года было выплачено 1 346 000 вон. Это, в принципе, небольшие деньги, там около 50 000 рублей на наши деньги. Как раз вот, наверное, замена крыла. Причем, смотрите, написано, транспортное средство нанесен ущерб имуществу, например, машине другого лица. Ущерб рассматривается как автострахование от транспортного средства. Несчастные случаи с участием людей исключены. То есть, ну, возможно, там притер кого-то, наличие ДТП нет. Причем, видите, то есть в крупное ДТП ни в какое не попадало. Ну и все, рассмотрели. Нас, допустим, это все устроило, да? Теперь смотрим цену. Здесь немножко коряво отображается из-за перевода. Но что вот это вот значит надпись, что автомобиль продается за 32 миллиона 490 вон. Теперь давайте рассчитаем этот автомобиль. В поисковике набираем курс вона к рублю. Это, конечно же, ориентировочный курс, средний возьмем, да? Потому что, смотря через какой банк вы будете делать перевод, оплачивать инвойс, там он, я вот сейчас смотрел, в каких-то банках 0,046, есть 0,047. Ну вот 0,045 давайте возьмем, как здесь. Для ориентировочного расчета нам подойдет. Значит, еще раз возвращаемся. 32 миллиона 490. 32 миллиона 490. Это 1 459 673. Так, дальше открываем таможенный калькулятор. Так, ТКС. Выбираем таможенный калькулятор.
сайт ТКС. Еще раз повторяю. Вниз пролистываем и здесь видим, как рассчитывается растаможка. Смотрите, стоимость вы можете выбрать любую валюту, какую вам удобно, хоть доллар США, хоть российские рубли, хоть что, перевести по курсу актуальному. Но я выберу, чтобы не переводить, южнокорейские воны. 32 490 вводим. 2 миллиона 490. Объем у нас 2,2 двигатель, 2200. Мощность 200 лошадиных сил от двигателя. Возраст от 3 до 5 лет у нас подходит. Дизельный выбираем пункт. Растамаживаем на физлицо. Кто на юрлицо, выбирайте юрлицо. На юрлицо будет совершенно другая стоимость. Так, и считаем. Так, и у нас выходит 308 202 рубля таможня и утильсбор 5200. И все в сумме 385 402 рубля выходит. Теперь открываем калькулятор. И посмотрим, сколько же у нас выйдет этот автомобиль. Стоимость автомобиля в Корее на рубли 1 459 000. Ну давайте 1 460 000, чтобы было удобнее считать. 1 460 000. Плюс, смотрите, расходы по Корее плюс фрахт в среднем около 200 000 рублей выходит. Может быть чуть больше, смотря где машина находится, как далеко от порта. Но в среднем около этого выходит. Давайте среднюю цену и возьмем. 200 000 рублей. 1 660 000. Теперь прибавляем таможенный платеж. 385 402 плюс 385 402. 2045 получается. И прибавляем 50 000. Это услуги брокера. Услуги брокера. И, ну, СВХ, сейчас точно, опять же, мы не можем, да, сказать, сколько он простоит, пока будет оформляться. Но в среднем где-то выходит обычно около 10 000 рублей. Плюс еще 10 000 рублей. То есть 2 105 402. Это выходит Hyundai Santa Fe. Где он у нас? Вот он. Такой прекрасный автомобиль 2019 года. С пробегом он у нас идет 48 260. Дизель 2.2. 2 ВД. Причем в чем плюс именно автомобилей с внутреннего рынка Кореи, что они идут практически все в богатых комплектациях. То есть есть не только подогревы сидений, но и есть практически у всех автомобилей вентиляция сидений передних. Летом спина не будет потеть. Плюс у них шикарные салоны. Я вот подробно не изучал в наших салонах, есть ли такие вот автомобили с коричневым салоном на коричневой коже. По-моему, нет, я не видел. Если я не прав, то в комментариях поправьте. Кто-то видел у нас в России, чтобы такие автомобили выпускались с наших дилерских салонов? Я не видел. Потому что салон на коричневой коже смотрится, конечно, шикарно. Смотрите, какая красота. Строчки, все ровненько. Причем он, смотрите, комбинированный черная кожа с коричневой кожей. Смотрится красиво. Ну и плюс, видите, известна вся история автомобиля, она прозрачная. То есть, ну, я вам сразу скажу, что здесь пробеги никто не скручивает, это очень у них там строго все, высокая ответственность за это. И видите, что если какие-то были ДТП, то все инспектор указывает, сразу же вся страховая история здесь есть. И это очень удобно, то есть никаких тут сюрпризов вас ждать на 99% не будет. Если будет автомобиль без замены крыла, абсолютно весь чистый, но скорее всего он чуть подороже будет. Может быть там на 50, там 100 000 рублей. Но в среднем вот можете прикидывать вот такую вот цену. Все, друзья, я вам показал сегодня, как рассчитать самостоятельно автомобиль, как выбрать автомобиль на каком сайте. Здесь вы можете посмотреть, какие можно модели купить в поиске, прицениться абсолютно, любую модель также выбрать, открыть таможенный калькулятор и рассчитать. Если у вас будут какие-то сомнения, допустим, по
объему двигателя, сколько там тот или иной объем двигателя лошадей содержит, то можете обратиться к сайту DROM, выбрать модель. Вот, допустим, видите, Hyundai Santa Fe. Вот, пожалуйста, все объемы двигателя здесь расписаны. Поколение, по годам, все тут по комплектациям, количество мест там и так далее. То есть можете посмотреть и уже со спокойной душой рассчитывать, чтобы не ошибиться в лошадиных силах, в объеме двигателя там и так далее. Наберет, забегая, скажу вам, что следующий ролик, скорее всего, будет тоже посвящен корейскому автопрому. И по секрету вам скажу, опять же, наперед забегая, что один автомобиль я уже купил из Кореи, он сейчас идет, в пути находится. И в следующем ролике как раз я покажу то, как происходит уже осмотр автомобиля на корейской площадке. То есть, когда вы уже определились с выбором автомобиля, решили, что все вам он нравится, вы его покупаете. Я передаю информацию корейскому коллеге, он выезжает на осмотр автомобиля, снимает видео, делает множество фотографий, подкапотное пространство снимает, заводит автомобиль, коробку там пробует, переключает, конечно же, на нем не катается там, но на месте все осматривает, с толщиномером проходит все, показывает подробно. Если есть какие-то царапины, тоже старается показать, заострить на это внимание. И уже после этого вы с спокойной душой можете оплачивать автомобиль. Если что-то не устраивает, тогда уже идет подбор дальше. Вот в этом большой, я считаю, плюс, что можно выехать и снять автомобиль на видео, в отличие от японских аукционов. И вот в следующем видео как раз я вам покажу, как происходит этот осмотр автомобиля. Ну и покажу, какой автомобиль купили. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь, если было полезно. До скорой встречи.